Привет, друзья! Вы на канале Каревы Жизнь на Кипре. Сегодня мы с вами прогуляемся по очень уютной деревушке Карми, и я вам расскажу последние новости Кипра, а также отвечу на ваши часто задаваемые вопросы у нас на канале. Где же еще, как не от нас, вы узнаете информацию о Северном Кипре? Ведь ни на одном телевидении мира не рассказывают про этот прекрасный остров, часть острова. Пошлите погуляем. Кипр – удивительный остров, который я полюбила всем сердцем. И хочу сказать, что 17, 18, 19 год – это были решающие года, которые остров Кипр, именно северная часть, Северный Кипр, проснулся. И люди активно в это время начали приезжать, узнавать и покупать недвижимость. Потом наступила пандемия. И 2020-2021 год, конечно же, снова как в спячку загнали остров, как и другие места в мире. Были карантины, браслеты, запреты. И сейчас снова остров проснулся. Вы не представляете, какое количество туристов уже приехало на остров. Мы ходим в рестораны, мы ходим в места достопримечательностей, и мы видим группы иностранцев, иностранных туристов, европейцев, немцев, англичане, норвежцы, вот скандинавы поехали, да? Много очень русскоговорящих. Мы приходим в ресторан, и уже в некоторых ресторанах нет мест, и в выходные нужно бронировать столики. Это очень радует. Мы видим, как просыпается остров, как много людей уже на пляже, хотя еще холодная вода, хотя еще не открыт официально пляжный сезон, не все пляжи оборудованы, а уже столько много людей. Очень много людей в ресторанах на Харборе в Кирении. В прошлом году мы там сидели, было очень жалко официантов, которые зазывают в эти рестораны. Мы сидели там одни. А сейчас, днем, в будний день, очень много людей. Какие пробки сейчас. Не хватает прокатных автомобилей. Мало того, что они очень сильно подорожали, их не хватает физически. Мне порой кажется, что остров не готов к такому количеству туристов. А представляете, сколько еще впереди, если вот не будет никаких катаклизм и все вот так вот будет продолжаться. За пандемию люди, сидя дома, изучили вот как раз-таки информацию про Северный Кипр и сюда собираются приехать. Некоторые купили недвижимость онлайн, даже никогда не были. Кто-то приезжал и сейчас хотят приехать всей семьей в отпуск на лето. Мечтают, знаете, мечта сбылась, иметь домик на берегу моря, квартиру. И люди сейчас будут наслаждаться, строить свои планы, чтобы приехать на Северный Кипр. Поэтому, конечно, добро пожаловать. Сезон до ноября. Моя свекровь купалась 18 ноября на свой день рождения, мы с ней купались. Сезон длинный, очень приятно в ноябре. Кстати, днем очень хорошо, не жарко, к вечеру уже так немножко прохладненько становится. Отлично, некоторые в декабре купаются. И я скажу, что если будет зимний туризм, а он есть на Северном Кипре, и вот такой будет, как санаторный тип такой, знаете, вот санаторного типа будет остров зимой. Будут приезжать как раз-таки люди, которых нету маленьких детей, не привязаны к школам, будут в отпуск приезжать
Ну, я надеюсь, вот декабрь, январь, февраль, март, люди, которые, ну, на пенсии и просто вот хотят, когда не жарко, погулять, накинуть ветровочку и, ну, свитер и там жилетку, и просто вот наслаждаться прогулками, свежим воздухом, красивыми видами зимой, потому что солнечно. Здесь зима очень, когда в этом году, конечно, была очень холодная, а в некоторых года вот рассказывали, что такая зима. Мне женщина говорит, я за 10 лет ни разу кроссовки не одела, проходила зимой в шлепанцах и в своем костюме, даже пуховик не одела, мне рассказывала женщина. Но в этом году, конечно, было очень холодно. Вот мы сейчас гуляем в деревушке, это английская деревушка Карми, я снимала про нее видео, здесь живут очень много англичан, ну, тут живет я читала 2 пары семейные русскоязычные, а так в основном англичане. Эта земля тоже находится под охраной такой Северного Кипра. И здесь вот в таком стиле построено, в такое замечательное место, и вот нельзя менять вот эту архитектуру. Я сейчас хожу, как это говорят, на чили. Мы не смотрим, что какой-то воришка в центре города, где много людей, сейчас что-то украдет, у тебя из сумочки вытащит. Мы здесь не ходим под таким вот, знаете, напряжением. Мы оставляем машину открытым. Можем закрыть, можем не закрыть через раз. Я могу выйти в магазин, бежать и вообще машину не закрыть. Мы живем на самом деле на таком вот расслабоне, и говорят, что это вот деревня. Знаете, есть люди, которые говорят, что действительно там Кипр отстал на 20 лет. Ну, вы знаете, смотря с какой стороны посмотреть, что значит отстал. Здесь абсолютно везде есть какие-то банкоматы, электронные платежи принимают в любом магазине, чуть ли не ларьке. Можно с телефона оплатить. Здесь ассортимент продуктов в магазине выше, чем в Минске. Уровень лучших гипермаркетов города Минска. Вот у меня магазины здесь. И когда мы ходим в магазины с моей подругой, я не говорю про рынки, где, конечно, изобилие овощей и фруктов, и здесь намного и зелени, и намного здесь все побогаче в этом плане. Я говорю про обычные продукты, про ассортимент. Она ходила по магазинам, и действительно она поражалась, какое количество большое сыров в магазине. У нас таких нету, такого количества. И, ну, всего. Вот, ну, там выбор, например, придешь, вот у вас выбор макаронов там и прочего намного больше, всяких там соусов, порошков, шампуней, кремов. Она здесь накупила себе крема, которые, во-первых, у нас в 3 раза дороже, и их еще тяжело найти, их надо на Wildberries заказывать. Она здесь накупила в аптеке. То есть здесь очень хороший ассортимент. Здесь тихо, спокойно, хороший климат. Самое главное купить хорошую для себя недвижимость, для себя комфортную. У каждого комфорт разный. Автомобиль, устроить детей в школы, найти себе приятную компанию и хобби, и чтобы был постоянный доход финансовый. Все. И зачем какие-то дальше проблемы и куда-то ехать? Смотрите, по поводу вот вопроса, выбирая, почему не Европа, а Америка. Я вам скажу, что все очень просто. Не все люди смогут в Европе и Америке прожить. У кого там есть доход хороший, тот, конечно, сможет там прожить и хорошо себя чувствовать, но не все знают язык, не у всех подходящая профессия, чтобы работать в Америке и в Европе. И не везде в Европе и в Америке хороший климат, комфортный. Человек выбирает для себя сам, что вот ему нужно. Мой муж был и в Америке, и в Европе. Он объездил всю Италию, они были там на сборах, и не один раз, они жили там. Он также жил в Америке, и у него есть чем сравнить. И сейчас очень тяжелая ситуация в той же Канаде. Мне вот у нас знакомая,
Мы были на шашлыках буквально неделю назад. Она вообще с Канады прилетела сюда, и она говорит, что здесь ей, она тут 4-й год живет, это лучшее место для нее. Ей здесь очень нравится. Там дорого, там безработица начинается, там не так, как было 10 лет назад или 15 в Канаде. Вот. То же самое говорят и про Европу. У меня подруга живет в Берлине, она говорит, там уже гречка по 4 евро стоит за килограмм. Они думают перед тем, как что-то купить, при том, что у нее муж очень хорошо зарабатывает, он в IT работает, но она говорит, сейчас так цены поднимаются, что они за почти 10 лет проживания там, они не приобрели себе там недвижимость, там очень дорого, это нереально там купить недвижимость. И поэтому, вы знаете, то есть все деньги, которые там зарабатывают люди, они там проживают. А если там нету работы, там вообще даже не проживешь. Там минимум нужно, на семью там 4-5 тысяч евро в месяц, чтобы нормально себя чувствовать, если ты снимаешь квартиру. На Северном Кипре я делала обзор неделю назад, посмотрите, сколько нужно денег для семьи, чтобы жить на Северном Кипре. Там было без аренды сумма, там с образованием, например, выходила там больше, там 2000, да, возьмем там 2300, например, 2500 нужно с арендой, с образованием, и хорошо здесь жить на Северном Кипре долларов. Это в 2, а то и в 3 раза меньше, чем жить в той же Германии там, и в других странах. Часто, конечно, задаваем вопрос про работу, и я вам скажу, что работы на Северном Кипре, достаточно, но она может быть не такая, какую бы вам хотелось работу. Я с очень большим количеством людей здесь познакомилась, подружилась. Девушка приехала с Украины, она там занимала должность, здесь она уборщица. Вторая была с Казахстана, приехала, там была адвокатом, здесь она убирает в Merit-отелях. Еще знаю людей, работает бэбиситером. В общем, есть повар, женщина, хотя она была вообще при должности такой тоже хорошей, по-моему, юрист она была. Здесь работа услуг очень развита, и вы найдете себе работу. Девочки, мастера по маникюру хорошие, запись к ним за 2-3 недели. Вот это, я вам говорю, вот как есть. Очень ценятся и хорошие мастера. Также парикмахеры, колористы, косметологи, то есть бьюти-услуга и вообще услуга. Если вы какую-то услугу оказываете и вы умеете что-то делать хорошо, то вы будете востребованы. Работать вот так вот в офисах, как мы привыкли, какая-то профессия, тот же бухгалтер, там какой-то маркетолог, экономист, юрист. Здесь, конечно, банкир. Здесь, конечно, возможно, будут проблемы, если вы не знаете языка. Если вы свободно владеете английским языком, а еще и знаете турецкий, то вы можете работать каким-то помощником где-то, а может и не помощником, нужно пробовать. Я скажу, что кто работу хочет найти, он найдет. Но если говорить если сравнивать с городами крупными, то, конечно, здесь это более дефицитно. И на Кипр не работать люди едут все-таки. Здесь люди, которые, наоборот, хотят просто отдыхать, уже где-то работают и хотят в комфорте жить и работать онлайн, например. Или люди, которые, просто им интересна эта жизнь, они хотят новые испытать эмоции, увидеть, пожить в другой обстановке. Это для них тоже этот остров подойдет. Строители здесь могут найти себе работу. Уже на какую зарплату, то я вам скажу, что минимальная зарплата $500. И, в принципе, на нее и рассчитывайте. Также задают вопросы, какие услуги мы оказываем и работаем ли мы официально. Мы хотим сказать уже, да, я говорила, снимала видео, что мы являемся консультантами по недвижимости на Северном Кипре.
Вот так вот судьба, да, вот нас привела сама. Мы вообще не с того края зашли, мы вообще не собирались заниматься там и быть связанным с недвижимостью. У нас просто, я говорю, у меня был фитнес-канал, потом я поправилась, и мы решили завести такой семейный travel-канал. Ну, так вот, как знаете, в нужное время, в нужном месте. Я оказалась полезной людям, и они через меня, многие начали вот интересоваться Кипром, и тут мы являемся сотрудниками, у нас есть контракт с крупной компанией, агентством недвижимости, которая очень хорошо себя зарекомендовала, она на рынке больше 7 лет, и нам нравится, как они работают, мне нравится и постпродажно, то есть когда люди попадают к ним, я чувствую, что они в надежных руках. Это самое главное, что все вопросы будут решены, мы также помогаем. Вот. Поэтому да, мы занимаемся, консультируем и поможем вам, если вам нужно, по любому вопросу. Обращайтесь, не стесняйтесь. Я на самом деле очень многим людям, очень много моментов, ну, действительно, даже горжусь собой этим, что я многим людям помогала, никому не отказываю, насколько могу, вот что знаю, то говорю, свожу людей по разным вопросам, там, телефоны, контакты даю по школам, по медицине, просто свожу людей, там, вот я хочу найти работу, я приехала, что мне делать. То есть я как-то, ну, стараюсь, вот что я знаю, то я стараюсь помочь, потому что уже я на самом деле такая губка, и я жила даже в Беларуси, и я там была таким, ну, достаточно таким звеном сводническим, очень много людей свела и дала информацию. И я даже сейчас нахожусь на Кипре уже больше года, а мне многие люди звонят с Беларуси по разным вопросам. Такой эксперт Юля. Поэтому пишите в комментариях свои вопросы, задавайте, WhatsApp, Telegram. Мы на них вот будем отвечать, вопрос-ответ. Я буду собирать ваши вопросы, которые вас интересуют, и в эфирах вот так вот рассказывать, снимать для вас видео и новости, и вопрос-ответ. И какие темы вас интересуют, вы пишите. В ближайшем будущем постараемся снять видео на тему по автомобилям. У меня муж отучился в автошколе, вот он снимет видео, как сдаются экзамены, что для этого нужно, что на самом деле не все просто, не просто так все. Ребята, если вам интересно видео такого формата, то ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы вы были первыми, кто увидит это видео. Мне очень приятно, что вы нас смотрите, и нам очень важна обратная связь. До новых встреч! Встречаемся на Кипре!